rid of the blues. Oh, you brought back the sunshine. Dark clouds gone away. Blue skies are here to stay. The heartaches and pain, they are gone. And the rain has stopped falling. Записная книжка. Автор Тантон читает Кэт Виллот. Чипсы, масло, рис, морковь, жидкость для мытья посуды, черная изолента. Чунгук упирается локтями в стол и закрывает лицо руками. Черная изолента, блядь. Ну при чем здесь черная изолента? И жидкость точно. Закончилась же давно. Образ готовой идеи выветривается из памяти, заменяет дурацким списком. Черная изолента. Ну охренеть. Чунгук смотрит сквозь пальцы на сырой макет сайта, на вразнобой рассыпанные по экрану картинки и очень старается взять себя в руки. Очень старается. А вот получается не очень. Он бьется над этим сайтом уже третьи сутки. Третьи гребаные сутки практически без сна и перерывов. И вот когда окончательная идея уже сформирована, представляется так ясно и четко, все перекрывает собой долбаные чипсы, чертово масло, рис и морковь. А еще жидкость для мытья посуды. И изолента. Черная, мать ее, изолента. Чунгук вежливый мальчик. Хороший воспитанный мальчик, и вместе нахера тебе черная изолента, придурок? Он пишет осторожное. Вы ошиблись номером. А потом откидывает телефон, едва удержавшись от того, чтобы не разбить его к херам. Смартфон дорогой, а зарплаты в ближайшем будущем с такой кашей в мозгах явно не предвидится. И закрывает глаза. Под веками гудит усталость, отзываясь вспышками боли и раздражения в опустевшей голове. Там, где совсем недавно был четкий план для клевого оформления. Сайт в его воображении выглядел сочным и красивым, зазывающим, манящим, таким, каким должен выглядеть сайт магазина секс-товаров. Таким, мать его, каким он должен быть. А теперь вместо Дидло, большая фотография которого украшает сырой макет, Чунгук упорно видит огромную рыжую морковь. И, боже, как же хочется жрать. Он сохраняет макет и, покачнувшись, выбирается из кресла. Обессиленное тело, привыкшее к бессменному положению, отказывается сотрудничать. И путь на кухню кажется нестерпимо долгим. А заканчивается лицезрением пустого холодильника. Одинокая пачка масла, кокетливо украшенная мраморной зеленой плесенью, как бы намекает, что способность к выживанию в одиночестве у Чунгука близка к нулю. Его тощее, изнуренное неподвижностью тело обреченно умирать медленно и мучительно, без надежды на спасение. Чунгуку даже стыдно бы стало перед собой, если бы он не был так утомлен бесконечной версткой. Руки застревают в рукавах ветровки. Чунгук вздыхает тяжело, застывает перед зеркалом, унылой тенью из мультика Миядзаки. Видок так себе. Свисающая на лоб сосульками темная челка, мазки синевы под глазами, недобрые складки в уголках губ. Поспать бы, помыться когда-нибудь. Он возвращается в спальню за телефоном и едва не роняет его, испугавшись вибрации. Дожили. Скоро от собственной тени шарахаться начнет. Вот тебе и молодой здоровый парень. Привести бы себя в порядок. Походить в спортзал, накачать пресс. Зайти в парикмахерскую. Ага, помечтай. Чунгук выбирается на лестничную площадку и снимает блокировку. Одно новое сообщение. Шампунь еще для окрашенных волос и сигареты кончились. Чунгук матерится сквозь зубы и достает из кармана мятую пачку. У кого как. У него вон еще 3 осталось. Мог бы даже поделиться
если бы знал с кем. Вы снова ошиблись номером, набирает он, с трудом попадает трясущимися пальцами по кнопкам и запихивает телефон в карман. Как записную книжку его еще не использовали. Потрясающе просто. Следом за сайтом для магазина интим-товаров должен идти сайт игрушечного магазина. И Чонгук застревает на детской площадке, пытаясь подпитаться идеями, поймать вдохновение. На дворе середина осени. Карапузы, укутанные так, что едва глаза можно разглядеть, катаются между железными конструкциями качелей и горок, как шарики в головоломке. Туда наклонить, сюда наклонить, закатить в лунку. Синий шарик, желтый, оранжевый, хаотичный, как молекулы. В голову лезет все, что угодно, только не идей для будущего сайта. С такой работоспособностью Чонгук точно завалит все сроки. Задумавшись о своем нелегком будущем, он на автомате зажимает в зубах сигарету, но тут же спотыкается взглядом о другой, откровенно злой, и спешит унести с детской площадки ноги. Ну, конечно, на детей же нельзя курить. Надо написать об этом на сайте, где-нибудь между фиолетовым пони и набором кубиков. Тогда нового телефона ему точно не видать. В супермаркете до отвратительного много людей. И Чонгук слоняется от полки к полке, чувствуя непривычное, легкие приступы паники, зачатки социофобии, прорастающие на почве почти недельного уединения. Надо позвонить Хёнам, встретиться где-нибудь на нейтральной территории и выпить. Без денег это проблематично. Но Хёны у него добрые, хоть и ворчливые, не оставят Дансена в беде. И без выпивки. Хёны борцы за нездоровый образ жизни. Их хлебом не корми, дай столкнуть кого-нибудь с пути истинного, путину порока. Чонгук разгружает на кассе свою корзину и с удивлением обнаруживает в ней шампунь для окрашенных волос. Девочка в форме супермаркета смотрит на него с упреком, будто бы это запрещено покупать такие шампуни, если волосы не окрашены. Чонгук улыбается ей максимально приветливо и подталкивает покупки поближе. Нести шампунь обратно на полку откровенно лень. Пусть будет. Он выходит из магазина, вцепившись зубами в булочку, оглядывается по сторонам и застывает, на миг потерявшись. С ним такое бывает, будто на пару секунд пропадает связь с жизнью. Разрывается соединение, и он остается один, в пустом мире, не понимая, зачем он здесь. И зачем ему быть здесь дальше? Хорошо, хоть быстро проходит. Проезжающая мимо машина вляпывается в лужу, обдавая Чонгуковы потрепанные ботинки снопом мелких брызг. Он растерянно смотрит ей вслед. Вертит в руках телефон и почти не удивляется, когда тот вибрирует. Возьми наши булки с собой на прогулку. Чонгук закатывает глаза и нажимает набор номера, но тут же сбрасывает, заметив новое сообщение. Он рассчитывает на «извините» или типа того, а получает только «нет, не то, блин». Да, соглашается зачем-то вслух Чонгук. Херня какая-то. И набирает Намджуна. У девушки в коротком красном платье длинные ноги и мягкие бедра. Она ерзает ими по чонгуковым коленям и вообще всячески демонстрирует свою заинтересованность. Чонгук больше заинтересован в пиве и музыке, наполняющей комнату. Он пребывает в той прекрасной степени опьянения, когда любая песня расслаивается на составляющие и бьется в мозгах набором отдельных элементов. Чонгук зависает, отсчитывая удары барабанов, монотонные, резкие, и напрочь игнорирует обиженный взгляд густо накрашенных глаз. Может быть, чуть позже, если дама соблаговолит, повторить предложение. «Детка!» Голос у Юнги сухой, равнодушный, отчего ирония выделяется еще ярче. «Ты ему сейчас пару дырок на штанах протрешь. Сбавь обороты. Он у нас и так какой-то ударенный».
Чонгук рассеянно поправляет на девушке платье и даже взглядом ее не провожает, не то чтобы всем собой. Слишком устал и слишком расслабился. Намджун разрешил воспользоваться душем в своей квартире. И отмытое до скрипа тело Чонгука теперь вообще отказывается хоть как-то реагировать на внешние раздражители. Девочка могла бы хоть канкан на его бедрах сплясать. Все равно бы ничего не вышло. Юнги больно тычет Чонгука сакджиновой селфи-палкой и брезгливо откидывает ее в сторону, дождавшись реакции. «Показалось, что ты откинулся», — поясняет он почти миролюбиво. Намджун говорит, что неподвижные тела надо тыкать палочкой. «Хион», — сонно тянет Чонгук, — «оставь, пожалуйста, подробности вашей интимной жизни при себе». Он бы не сказал этого. Будучи трезвым и бодрым, побоялся бы. Шутки про их с Намджуном, больно уж крепкий броманс, всегда заканчиваются трагично. Для шутника. Но в этот раз то ли Юнги слишком добрый, то ли Чонгук выглядит чересчур хреново. В общем, его за несмешную шутку просто пинают. Пинки в исполнении Юнги всегда получаются увесистыми и злыми. То, что надо, чтобы прийти в себя и перестать вырубаться. Чонгук поднимается с дивана, оставляя на столе пустую бутылку, и плетется к двери, за которой скрылась обладательница красного платья и ее длинных ног. А то такими темпами можно и в импотенты записаться. Намджун с другого конца комнаты салютует ему стаканом. Девочка ждет Чонгука на кровати. Ее глаза восхищенно распахнуты, а ресницы такие длинные и острые, что Чонгук внезапно вспоминает хищную росянку и вздрагивает, застыв на пороге. Сравнения отвратительные, но отделаться от него нелегко. И Чонгук на волне усталости просит не жрать его. А если и жрать, то предварительно позволить один звонок маме. Он должен попрощаться. Красное платье второй раз за вечер одергивается, малиновые губы сжимаются в узкую сердитую полоску, а Чонгуку так откровенно похер, что даже стыдно. Музыка с любопытством вползает в приоткрытую дверь и взвизгивает протяжно, когда дверь закрывается, прищемив ей хвост. Все-таки, наверное, Чонгук социофоб и долбоеб. Иначе почему он дважды за 4 часа умудрился сам себя обломать сексом и нахамить 2 людям, включая язву Хёна? Последний, кстати, еще и чревато. В комнате Намджуна тихо и сонно. Чонгук выключает свет, валится на кровать и задирает голову, чтобы посмотреть в окно. За окном звезды. Много-много звезд в холодном осеннем небе. Их не видно. В городе, пропитанном дымом и ядовитыми веществами, вообще ни хрена не видно. Но Чонгук точно знает, что они там есть. Если бы можно было это серое небо протереть, как запотевшее стекло, снять тонкий слой туч и легкой дымки, звезды поцарапали бы пальцы. Чонгук трясет головой, сбрасывая наваждение. В ближайшее время он не планирует сходить с ума. За закрытыми глазами, под тяжелыми веками, как слова в начале «Звездных войн» поднимается макет сайта. Достаточно ли пошло будет смотреться в шапке красный бархат, а черный шелк? Что, если внизу страница небрежно сбросить туфли на высоком каблуке? Как давно у Чонгука вибрирует телефон? В СМСке написано «Хьюка, Ohio». И вместо того, чтобы психануть и написать кучу всякого, Чонгук залезает в интернет и ищет песню. Он звучит неплохо. Чонгук доделывает сайт к вечеру воскресенья. Ночью вносит правки, присланные заказчиком. Утром получает свои деньги. И вырубается сразу, не дойдя до кровати. Сворачивается на полу в позе эмбриона. И это больше похоже на глубокий обморок или на кому, чем на здоровый сон. Он спит 2,5 дня с редкими полубессознательными перерывами, за время которых умудряется раздеться, сходить в туалет и добраться-таки до кровати. Ему снится все подряд.
начиная с макета сайта, огромных дидло и вагинальных шариков веселых расцветок, заканчивая его собственным детством, песочницей у дома. Этот сон смешной, потому что Чонгуку всего 3 года, и вокруг него толпится целая стая мамаш, пытающихся решить, выгнать Чонгука с площадки или нет. Вроде он как ребенок, но курит на других детей. Чонгук смолит одну за другой, ожидая приговора, и от нечего делать ковыряется совочком в песке. Неопределенность нервирует. Временами Чонгуку не снится ничего, и это пугает. Остается только чернота и собственные мысли. Не умерли? Как выбраться? Где выход? Изредка эту бескрайнюю панику прерывает настойчивые вибрации телефона. И Чонгуку кажется, что вибрирует он сам. Видимо, довибрировав до края кровати, он валится на пол и просыпается потрясающе бодрым. Возможно, это от удара. Возможно, от радости, что кошмары закончились. Но у Чонгука прекрасное настроение, и он даже насвистывает в душе, смывая тяжесть долгого сна. Самое время почувствовать себя нормальным человеком. Он заказывает себе завтрак, курит на балконе, окуная лицо в свежее октябрьское утро, пьет кофе, читает сводки новостей в интернете и кажется себе вполне нормальным человеком, еще и обеспеченным к тому же. Куча цифр на счете радует глаз. Только после завтрака, плотного и горячего, боже, какое наслаждение! Он лезет в телефон, чтобы договориться с Хёнами о встрече. Обещал же после дедлайна ответить добром на добро. Теперь финансы позволяют. Смартфон наполнен неприятными звонками и толпой непрочитанных сообщений. Сначала Чонгук отзванивается маме, божится, что у него все хорошо, клянется заехать на днях. Долго прощается, а потом добирается до смс-ок. И, серьезно? Наши таблетки помогут выйти вам из клетки. Нет, не то. Народная медицина спасет и вас, и сына. Теория струн почитать. Карл Орф. Кармина Бурана. Тампоны, если их беречь, устранят любую течь. В Китае можно взять в аренду девушку. Серьезно. И последним сообщением вишенкой на торте. Презервативы XXL. Мыло, капуста, мясо, мороженое. Хочу мороженого. Если Чонгука попросит наполнить какой-нибудь сайт сплошным спамом, он знает точно, к кому бы обратился. Выругавшись, Чонгук выделяет номер, выбирает вызов. Сколько можно-то уже? Длинные гудки повторяются в голове густым перезвоном. Чонгук ждет несколько минут и сдается. Понятно, разговаривать с ним не хотят. Предпринять вторую попытку Чонгуку не позволяет Намджун. Экран демонстрирует и его распухшее ото сна лицо, и темные очки, скрывающие красные глаза. Хён тоже предпочитает работать ночью. Лицо предлагает Чонгуку присоединиться к ним в баре, обещает, что будет весело. Сообщает, что кое-кто уже бухой и долго ржет басом, пока не получает от кого-то за кадром. Он поспешно прощается, нелепо отбиваясь от чужих рук. По кривым пальцам и розовой фенечке на запястье легко удается опознать Сакджина. И сбрасывает звонок. А Чонгук продолжает смотреть на телефон с дебильной ухмылкой в пол лица. С этой же ухмылкой он принимает новый вызов. Уже не видеозвонок, а обычный, даже не посмотрев на номер. Слишком занят поиском нормальных шмоток в шкафу. «О, привет!» — кричит трубка незнакомым голосом. «Можешь продиктовать, что в последнем списке было? А то я долбоеб стер случайно». Чонгук хмыкает над долбоебом. Откладывает на кровать синюю футболку с надписями на английском. И только потом соображает, кто звонит. «Ты...» — рычит он разом, растеряв все слова. На фоне у долбоеба громко играет музыка. Кто-то кричит до хрипоты, смех перекрывается вскриками и пожеланиями сдохнуть. Чонгук теряется от этого сопровождения и не находит ничего лучше, чем начать задиктовывать список,
Зачем-то он его даже запомнил. «Спасибо тебе большое», — бодро отзывается на том конце трубки. «Очень выручил». Измыла хреновая смазка. За каким-то чертом решает предупредить Чонгук, просвещенный тысячей перерытых сайтов. Трубка заливисто смеется и благодарит за подсказку. Из чего хорошее. Сбивает Чонгука с толку еще больше. Из смазки. Выдает он довольно очевидное. Все равно же за резинками пойдешь. Прекрати мне писать! Орет он, пытаясь догнать прозвучавшее спасибо, но врезается в короткие гудки. Вот придурок. Перед глазами почему-то стоит симпатичное лицо, обязательно с яркими волосами. У Чонгука все еще хранится никому не нужный шампунь. Теперь к довольно размытому образу добавляется густой приятный голос и звонкий смех, задевающий что-то внутри. Отчаянно хочется поулыбаться в ответ. И Чонгук ругает себя за это, пока влезает в узкие джинсы, причесывается и выбегает на улицу, накинув кожаную куртку. Нельзя улыбаться идиотам, которые используют тебя вместо записной книжки. И даже имени при этом не называют. Чонгук жалуется на идиотов Хёна. Но Хёны пьяные и над его страданиями только ржут. Намджун добрая душа. Предлагает найти идиота и от души попинать. Пинать его Чонгуку не хочется. Хочется как следует. Он снова вспоминает густой голос и зачем-то презервативы 2XL. От мыслей, о которых становится нехорошо, Чонгукова бисексуальность напоминает о себе, но еще тяжестью в паху. Он выпивает залпом пива, неосмотрительно оставленной Юнги на столе, и окидывает заинтересованным взглядом барышню, сидящую за столиком напротив. Стайки этих барышень вечно крутятся рядом с Намджуном, а Хён добрый и щедрый, не против делиться. Когда Чонгук прижимает девушку к стене в безлюдном коридоре, она стонет тихо, одобрительно и с готовностью тянется к его джинсам. В голову лезет совершенно ненужное сравнение с той, которую Чонгук обидел на вечеринке у Хёнов дома. Красное платье, длинные ноги. На этой платье синее, но задирается так же легко. Кружевные трусики едва ли не сами спадают на пол. Чонгук не имеет ничего против доступности, но сейчас она почему-то раздражает, как и в тот раз. Поэтому, когда телефон вибрирует, он почти рад возможности прервать этот фарс. Возьми орешки с собой на пробежку. А следом сразу. Дерьмо какое-то. Чонгук улыбается, не удержавшись, и отправляет в ответ доброжелательное: «Да нет, неплохо получилось». Девушка выжидающе поглядывает на него из-под длинной каштановой челки. А Чонгуку совсем не до нее. Чонгуку звонят. Тот самый. Не занят. Устало интересуется без всяких «здравствуй», а потом скорее требует, чем просит. «Поговори со мной. Я что-то заебался». Чонгук говорит, что он вообще-то занят, но скорее из вредности, чем желая закончить диалог. Правда, неплохо получилось. Осторожно уточняет голос на том конце. Чонгуку вдруг страшно хочется его поддержать, а еще узнать имя. Безымянный идиот — так себе обращение. Правда, хмыкает он в ответ и решается. Тебя как зовут-то, гений словесности? В воцарившейся тишине Чонгук слышит то ли неуверенность, то ли нежелание делиться. Это раздражает. Не хочешь — не говори, пожимает он плечами. Только я занят, и прекрати мне писать, очень отвлекает. Тэхён, бормочет трубка. Меня зовут Тэхён. Чонгук, отзывается Чонгук. Можешь переименовать меня в телефоне. Можно писать дальше. Радуется Тэхён, как будто не разреши ему Чонгук, он бы тут же удалил номер. А то тебя бы запрет остановил. У Чонгука поразительно хорошее настроение. И то, как красиво и искренне Тэхён смеется, делает его только лучше.
Чем ты занят? Обрывает смех Тэхён. И, судя по интонации, ему действительно интересно. Неужели Чонгука повысит из записной книжки в собеседника? Я в баре. Только что пытался заняться сексом. Это я вовремя позвонил, ржет Тэхён. И сам себя хвалит за оперативность. Обожаю обламывать всем кайф. В этом предложении Чонгуку слышится чуть больше, чем ирония. Хочется расспросить и помочь, но в пустом коридоре появляется Намджун. «Вторая за неделю», — ворчит Намджун, прикуривая. «Ты решил из меня сделать психолога? Почему они ходят жаловаться на тебя мне? Я похож на доброго папочку?» Намджун похож на мафиози в этих своих черных очках, о чем Чонгук и сообщает, многозначительно косясь на телефон в своих руках. С одной стороны, он не хочет, чтобы Тэхён слышал о его похождениях. С другой, неизвестно, приспичит ли Тэхёну пообщаться в следующий раз. У яркого образа с крашенными волосами и красивым голосом появляется симпатичное имя. Чонгуку необходимо повторить его хоть раз до того, как их сообщение вернется в форму монолога. Приспичит ли Тэхёну пообщаться в следующий раз? Чонгуку необходимо повторить его имя. «Разговариваешь, что ли?» — доходит до Намджуна. Несколько запоздало. «Если нашел себе кого-то, то так скажи, я передам. Соберу их сразу всех вместе и сообщу, что у симпатичного мальчика с сердитым взглядом теперь ловить нечего». Чонгук хмыкает неопределенно. Намджун хмыкает тоже. Тэхён в трубке откашливается и уточняет. «Симпатичный мальчик с сердитым взглядом?» «Я много работаю», — оправдывается Чонгук. «Поэтому симпатичный, поэтому взгляд сердитый». Намджун хмыкает еще раз и уходит. Явно нести свет в массы. Больше Чонгуку рассчитывать на халявный секс определенно не стоит. Оно и к лучшему, наверное. «Смазку купил?» — предлагает Чонгук самую дебильную тему для разговора из всех возможных. «Да, мамочка», — смеется Тэхён. «И носки надел». «Хорошо». Чонгук ухмыляется и лезет в карман за сигаретами. «Значит, не замерзнешь». Через 2 дня на Чонгука неумолимо наваливается новый дедлайн. Заказчик обрывает телефон, пытаясь добиться от него оглашения точных сроков. А все, на что Чонгук способен, это глубокомысленно молчать в трубку и яростно щелкать мышкой, открывая едва начатый проект. Он выбирается на улицу с фотоаппаратом в надежде набрать материала для сайта. Зависает возле детских площадок и чувствует себя немного маньяком, немного спецагентом. Слишком уж часто приходится менять место дислокации и терпеть сердитые взгляды мамаш. Он даже разживается темными очками, уподобляясь Намджуну. И образ маньяка становится завершенным. От Тэхёна время от времени приходят дурацкие смски. Ничем не лучше предыдущих. Чонгук улыбается и по-прежнему даже не пытается их удалить. Листать одностороннюю переписку интересно. Тэхён в его воображении обрастает привычками и заскоками, любимой музыкой, огромным спектром интересов и в какой-то момент становится не раздражающим элементом, а чистой манией. Чонгук представляет его в той или иной ситуации, с разным окружением, а однажды переработав, приходит в себя в ванной, сжимая собственный член. Тэхён у него перед глазами тонкий и гибкий, отзывается на каждое действие с тройной отдачей. И ведет себя так, как ведут изголодавшиеся по сексу люди, такие, как Чонгук. Они в чонгуковом воображении друг к другу очень подходят. Именно поэтому процесс надрачивания самому себе чуть ли не впервые в жизни из рутины превращается в горячее нечто, рискующее закончиться до обидного быстро. Чонгук вжимается лбом в покрытый паром кафель и ритмично двигает ладонью по члену, периодически притормаживая, чтобы отдышаться. С Тэхёном, придуманным им самим Тэхёном,
Чонгуку хорошо до невозможности. Этот Тэхён пытается растянуть удовольствие, но делает что-то умопомрачительное своим бордовым скользким от смазки ртом. И Чонгук все-таки кончает, едва выдержав 2 минуты. В этот вечер спокойная жизнь Чонгука официально заканчивается. И начинается новая, безумная, в которой работа – лучшее лекарство от проблем. Тэхён видится Чонгуку в прохожих, мерещится на экране, а сайт для магазина детских игрушек переплевывает по пошлости предыдущий проект для сети секс-шопов. С этим надо что-то делать. Но что конкретно, Чонгук не знает. Почти каждый день он вчитывается в свежие заметки, появляющиеся в их с Тэхёном переписке, и тщетно пытается разглядеть за ними хоть какой-то намек. «Вязаные носки избавят от тоски», — пишет Тэхён. «Будут у вас ножки, точно макарошки», — еще пишет. Чонгук пересылает этот опус Юнги в Катоке и получает в ответ огромный факт на полэкрана. Подъеб засчитан. Тонкие ноги Юнги отвлекают на короткий срок, а потом приходит новое сообщение от Тэхёна, и Чонгук снова горит. Попробуй Камасутру, бодрее станет утро. Чонгук отключает телефон и погружается в работу, вспоминая вдруг, что завтра — это не через неделю, а вот прям спустя пару часов. Он доделывает сайт в рекордно сжатые сроки, отсылает заказчику и без сил рушится на пол по старой привычке, а спит до самого того момента, пока в дверь не начинают стучать. Ногами, кажется. Сакджин на пороге похож на злую ведьму в розовом пальто. Рычит что-то про охренел и 3,5 дня ни слуху, ни духу. Мы вообще-то беспокоимся. Чонгук почти не слышит, потому что пожирает Сакджин его стряпню с таким усердием, что за ушами трещит. Сытый живот тянет обратно к земле. Он благодарит за еду так искренне, как может, и даже не сопротивляется, когда Сакджин, матерясь, начинает прибираться в его свинарнике. Вновь оживший телефон оказывается поразительно скуп на сообщение. Зато спустя 5 минут работы разрывается звонком. «Ты где?» — спрашивает Тэхён, снова игнорируя банальные вежливые приветствия. И Чонгук, растерявшись, диктует адрес. А потом долго смотрит на погасший экран смартфона, не зная, прятаться ли на балконе или бежать из страны. Так и не определившись, сохраняет спокойствие. То самое, которое граничит с помешательством и сопровождается внутренней истерикой. Выслушивает все Сакджиновы нотации, обещает вытащить белье из машинки и развесить, как только она достирает. Провожает его до двери, ну и так остается на пороге. Потому что Сакджин уходит, а вместо него у двери образуется высокий ядерно-рыжий парень в кремовом кардигане и огромном коричневом шарфе. Симпатичный мальчик с сердитым взглядом, хмыкает Тэхён, разматывая шарф. «Все еще много работы», — отзывается Чонгук и отходит в сторону, пропуская гостя внутрь. Тэхён блуждает по квартире, осматривается, цепляет взглядом все подряд, начиная с фигурок супергероев, заканчивая тарахтящей стиральной машинкой, и устраивается на кровати, скрестив ноги. «Дедлайн», — кивает понимающий на включенный компьютер. «Он закончился 3 дня назад», — мотает головой Чонгук и добавляет. «Если верить показаниям свидетелей». Сам он эти 3 дня упустил, забывшись мертвым сном, но пояснений не требуется. Тэхён многозначительно хмыкает и шуршит принесенным с собой пакетом. «Будешь пиво? Одному пить грустно». Чонгук понимает, что тоже один не любит, но соглашаться почему-то страшно. Красное платье стоит перед глазами вестником грядущего поражения. «Не пьешь?» — хмурится Тэхён, и выбора не остается. Тэхён лучше, гораздо лучше того, что Чонгук себе напредставлял. Он ярче, живее, и образ, закрепившийся в чонгуковой голове, больше похож на негатив по сравнению с этим вот полноценным цветным изображением. У Тэхёна проколоты уши, блестят разнокалиберными сережками.
Огромные инопланетные глаза едва заметно подведены темным карандашом. Родинка на кончике носа. Еще одна над губой. А волосы... Боже, эти волосы выигрывают по сочности даже у апельсина. Вроде как отождествляющего оранжевый цвет. Чингук отупело пялится на него, растеряв все слова для диалога, который он продумывал днями и ночами, и очень надеется, что Тэхён не примет его за умственно отсталого, неправильно прочитав взгляд. Тэхён читает все правильно. Он улыбается, болтает обо всем подряд, не затыкаясь ни на минуту. И его, я тут просто рядом проходил, забавно контрастирует с сообщением о том, что живет он на другом конце города. Тэхёну нравятся супергерои. Он даже умудряется выпросить у Чингука в подарок фигурку Железного Человека. Несмотря на то, что она самая любимая, звезда коллекции и вообще привезена в подарок Намджунам аж из самого Лос-Анджелеса. Чингук готов отдать Тэхёну не только эту фигурку, но и все остальное. Да и вообще, переписать на него квартиру, если только попросит. Но Тэхён не просит. Он с восторгом разглядывает Чингукову комнату, восхищается всем вокруг, включая классный белый потолок. И обещает заглянуть как-нибудь еще, если Чингук не против. А сейчас пиво допито, и надо уходить. Чингук не против. Он стоит у порога лишних 20 минут после того, как Тэхён уходит. Глотает непроизнесенное «я драчу на тебя в душе» и монотонно бьется головой о деревянную обшивку двери, пытаясь вернуть мозг на место. Мозг, выпавший из пазов, как сим-карта в телефоне, возвращаться на место отказывается. И вообще, соединение разорвано, а разум не найден. Когда он все-таки отходит от двери, Тэхён возвращается. Жадно впивается в его губы, шепчет «забыл, блин», и это контрольное в голову, не иначе. Закрыв за ним дверь, Чингук валится на пол и чувствует, как из-под головы вытекает что-то теплое, липкое. Наверное, это мозг. И теперь Чингук обречен жить вот так, пуская слюни и глупо улыбаясь. В принципе, оказывается прав. «Выглядишь как идиот», — сообщает Юнги. И не то, чтобы он раньше об этом не говорил, просто теперь утверждение звучит более правдоподобно. Намджун с Акджином кивают в такт гремящей музыки. То ли соглашаются, то ли поймали ритм. И тут вроде как отмечание нового контракта Намджуна, а говорят они почему-то о Чонгуке. Неправильно это все. «Познакомишь нас?» — миролюбиво предлагает Сакджин. А знакомить не с кем. Потому что Тэхён на СМС-ку не ответил и по указанному адресу не пришел. Зато ближе к вечеру написал презервативы и шарики. Отчего Чонгук помрачнел, придя к неутешительному выводу, что предыдущая партия резинок у Тэхёна закончилась. Но воздушные шарики все-таки купил, за что был осмеян всей толпой собравшихся на вечеринку рэперов и работников медиасферы. Те же рэперы и работники медиасферы, радуясь, словно дети, развесились по всей Намджуновой квартире, решив, что ничего не красит вечеринку так, как чей-то позор. Наметившийся на горизонте проект сайта для крупнейшей фирмы по производству мебели снова сделал из Чонгука мальчика с сердитым взглядом, который он взирает на творящийся беспредел сквозь бутылочное стекло и призму отчаяния. «Не переживай», — хлопает его по плечу Сакджин, сохранивший еще где-то в глубине души остатки человечности, и предлагает. «Позвонишь, может?» Чингук не понимает, зачем ему звонить Тэхёну, у которого презервативы уходят по пачке в неделю, поэтому качает головой и отворачивается, чтобы наткнуться взглядом на девушку в красном платье. Она смотрит на него с легким осуждением, и Чингук понимает ее, как никого здесь. Ему даже немного стыдно. Этот стыд пихает ему в руки бутылку виски, бутылку колы и напоминает, как надо мириться, если девушка обижена. «Привет», — улыбается он несколько виновато.
а потом вдруг оказывается на балконе в опасной близости от перил, прижимая к ним обладательницу красного платья и осуждающего взгляда. Но половина опустевшая бутылка виски путается под ногами. Чонгук отпинывает ее в сторону, в который раз уже пытаясь стянуть заждавшейся девушке роковое красное платье. Платье поднимается до середины, обнажая светлую, приятную на ощупь кожу, россыпь родинок на животе, аккуратные черные трусики, а потом все замирает. Родинки, как те. Одна на носу, вторая над губой. И рыжие волосы. Ядерные, рыжие, апельсиновые. И сережки в ушах. Блять. Выдыхает Чонгук и сдается. Девушка поправляет красное платье, опускается на землю совсем не по-девчачьи, скрестив ноги. И, дотянувшись до бутылки, предлагает. Рассказывай. Чонгуку перед ней откровенно стыдно. Совесть монотонно и занудно напоминает, какой он мудак. Но сил извиняться и оправдываться нет. А потому он просто садится рядом, отпивает из протянутой бутылки и рассказывает. Ну, совсем обо всем. «Охренеть!» — вздыхает девушка. «Охренеть!» — соглашается Чонгук. И ему, правда, очень нравится ее платье. На лестничной площадке темно. Лампочка опять перегорела. И Чонгук долго и заковыристо ругается, прежде чем найти в рюкзаке ключи. Он пытается вставить их в замочную скважину, но получается только что-то мягкое, странное, похожее на живот. «Прости, что я не пришел», — раздается откуда-то выше живота. «У меня тоже бывают дедлайны». Чонгук, понимающе кивает и пытается все-таки соединить ключ с замком. Это уже дело принципа, в конце концов. Когда ты пьяный и грустный, дела принципа — очень важная штука. «Чонгук», — зовет Тэхён, — «ключ в моем животе не поможет тебе открыть дверь». «Нож поможет», — вспыхивает в Чонгуковой голове внезапный приступ злости. Но быстро проходит. И остается только совесть, снова настаивающая на том, что Чонгук мудак. Кто б спорил. «Слышишь?» — зовет Тэхён, когда они все-таки оказываются в квартире. «Не дуйся». Чонгук не дуется. У него нога застряла в кеде, а это уже проблема. И сердце застряло в горле, что, к слову, проблема посерьезней. «Я тебе шариков купил», — бормочет он, разуваясь-таки. «Много?» «Много». «Где они?» «Лопнули все», — мстительно ухмыляется Чонгук. Какая жалость. Тэхён доводит его до спальни, осторожно придерживая за плечи, усаживает на кровать и нависает сверху, осторожно на пробу касаясь сухих обветренных губ. Чонгук отвечает. Потому что, как бы ни было, он обижен, не ответить просто невозможно. Тэхён стягивает с него футболку, оглаживает руками плечи и мягко, будто уговаривает, давит на грудь, вынуждая откинуться на спину. «Купишь и еще потом». Он не просит, а утверждает. Но звучит почему-то здорово. Может быть, из-за потом. Оно какое-то приятное и тягучее, как и поцелуи, которыми Тэхён украшает его живот. Он скажет все. После. Позже. Когда Тэхёнова, дрожащее от напряжения тела, прошьет острой иглой оргазма. Когда он нападет на Чонгукову грудь, изукрашенную царапинками, выдохнет резко, расслабляясь. Тогда Чонгук скажет «моё» и будет прав. Чонгуки — рифма к слову кимчи. Хуимчи. Ха-ха, идеально. Чонгук представляет новый слоган на огромной рекламе популярного ресторана и закатывает глаза. Он искренне надеется, что у Тэхёна хватит мозгов этого не делать. Но у Тэхёна не хватит.